Приветствую зрителей и подписчиков канала. Сразу дисклеймер, видео высказывается субъективное оценочное мнение автора. Автор ролика не претендует на истину в последней инстанции и не имеет цели кого-то оскорбить или обидеть. Все материалы взяты из открытых источников. Тема, которую я сегодня хочу обсудить, не соответствует формату и основам темам моего канала, но так получилось, что эта история разлетелась по всему миру, и только самый ленивый блогер, например, такой как я, не написал статью или не выпустил ролик о данной трагедии. Я читала с интересом, но не освещала эту историю в связи с тем, что никакой достоверной информации и не было. Да и, повторюсь, не формат для моего канала. Но тут 21 июля 2025 года выходит интервью на канале у Ксении Собчак. И самое интересное кроется не в самом ролике, а в комментариях. Причем с аккаунта, зарегистрированного 22 июля 2025 года, то есть на следующий день после выхода ролика. Приоткрою немного завесу. Автор комментария приводит именно факты из материалов проверки полиции, прокуратуры и Службы безопасности Дубая. Сразу оговорюсь, что это со слов автора комментария. Думаю, вы догадались по заголовку, о ком пойдет речь. Да-да, о сенсационной и страшной истории модели, ну так ее называют в сети, украинской блогерши Марии Ковальчук, которую в марте 2025 года нашли с множественными переломами и телесными повреждениями на стройке в Дубае. И вот Ксения Собчак выпускается с эксклюзив, первое интервью Марии Ковальчук, и все мы думаем, что сейчас наконец узнаем правду, так как Ксения Анатольевна образно и мертвого достанет, но истину выудит. Но Ксения проводит нетипичное для нее интервью, острых вопросов не задает, логической и стройной картины произошедшего зритель не получает. Если кратко пересказывать интервью. Мария работала моделью OnlyFans, прилетела в Дубай на фотосессию, опоздала на самолет в Таиланд. На ресепшене в гостинице познакомилась с русскоговорящим человеком, который пригласил ее к себе в номер и пообещал перелет в Таиланд через несколько дней на суперджете своего отца. 3 дня Мария проводит в номере отеля в компании 3 молодых людей возрастом до 20 лет и 2 девушек, одна из которых несовершеннолетняя, ей 16 лет. Чем конкретно они занимались 3 дня, Мария не рассказывает, а Собчак почему-то не спрашивает. Что-то происходит в номере на 3-е сутки, и Мария сбегает. Причиной называет неадекватное поведение молодых людей в состоянии алкогольного опьянения или вследствие употребления белого порошка, как говорит героиня. Молодые люди говорили: «Ты принадлежишь нам, будем делать все, что хотим», а применение к ней физической силы или какого-либо физического насилия Мария не говорит. Еще Марию возмутило, что одна из девушек ушла в ее платье. Далее Мария сбегает, оказывается на стройке, теряет сознание и приходит в себя, уже находясь в критическом состоянии с множественными переломами. Каких-либо прямых обвинений в адрес молодых людей Мария не высказывает. Претензии матери-героини сводятся к некомпетентности правоохранительных органов Дубая, нежеланию второй стороны выходить на связь с ней, а также обвинений одной из девушек, что та надавала пощечины ее дочери. Самое главное, что в интервью упоминается, что при побеге у Марии Ковальчук был с собой мобильный телефон. Но Собчак снова не задает неудобных вопросов. А почему Мария никому не позвонила? Почему не обратилась за помощью к сотрудникам отеля? Возможно, Ксения опасалась, что героини совсем откажутся от интервью, разозлившись на неудобные вопросы. Или Собчак уже как опытный журналист вышла на связь со второй стороной конфликта и планирует выпустить продолжение. Ладно, оставим пока эти вопросы без ответов. Самое интересное, конечно, в комментариях под видео. Народный суд из диванных комментаторов уже определил виновных, приговорил к высшей мере наказания, и Святая Инквизиция прокляла видим и сожгла их на костре. Со словами: «Они должны за это ответить, их должны наказать, их должны посадить». И у меня возникает вопрос: а ответить за что? И наказать за что? Если сама потерпевшая сторона не может внятно пояснить, каким образом и при каких обстоятельствах девушка получила увечья. И вот переходим к самому интересному. В потоке народного гнева всплывает один комментарий. Зачитаю его дословно, чтобы ничего не упустить.
Вот информация из первых уст. Есть отчет по расследованию этого дела. Копия его есть у матери Марии Ковальчук, потому что она его рассылала всем участникам дела. Но в интервью Собчак она умышленно скрыла самые существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто к травмам ее дочери не причастен. Первое — это то, что Мария ушла из номера примерно в 9 часов 15 минут вечера. Она не обратилась за помощью ни к персоналу, ни на ресепшн, ни к охране пятизвездочной гостиницы. Это зафиксировано. Она одна вышла на улицу, и никто за ней из отеля не выходил. Это зафиксировано как отельными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили. Есть камеры у номера и в лифтах. А на стройке она оказалась в 2 часа 9 минут ночи, через 5 часов. Это подтверждается показаниями 2 охранников стройки, которые ее прогоняли и доложили начальству, что, несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на стройку. И когда ей это удалось, то охранники ее искали, чтобы выгнать. Где она была 5 часов? Она отвечает просто «не помню», а ее мать это вообще не упоминает. Как будто этих 5 часов не было. Как ее могли преследовать 5 часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил? И не упоминается в интервью, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану, и ее не преследовали. Это дело расследовали 3 разные структуры Дубая: полиция, прокуратура и служба безопасности. И все они сделали вывод – виновных нет, она сама это сделала. Но для хайпа это не важно. Сложными обвинениями в суд идти не надо, нужны скандал, просмотры и лайки. Поэтому мать Марии и начала говорить не в Дубае, где суровое наказание за клевету, а когда уже уехала. И главное, почему все присутствующие не знали, как реагировать на поведение Марии, к вечеру 3-го дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота и ей все надоело, что ее больше никто не увидит. Поэтому все присутствующие не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Поэтому, когда она ушла из номера, все успокоились, что ее не будет какое-то время. Думали, вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Она взяла с собой только телефон, с которого за 5 часов не обратилась о помощи ни к маме, ни в полицию, ни одной подруге, не написала и не позвонила. Тут много оказалось бы мелочей, которые следователи изучали, а в интервью Собчак нет. Например, то, что на камерах четко видно, что она выходила из номера, в лифте и в фойе без следов насилия. Или то, что в номере и даже в туалете есть телефоны и красные кнопки экстренного вызова в случае несчастного случая. И много еще другое. И, конечно, очень глупые люди могут предполагать, что кто-то может предложить деньги полиции, прокуратуре или службе безопасности Дубая и остаться безнаказанным. Много можно еще сказать, но и этого достаточно. Дело расследовалось 4 месяца, и вот как оказывается просто. Дал интервью, и все готово. Все, кто признаны следствием невиновными, для слушателей интервью виновны, а клеветники — герои. Прилагаю скриншот данного комментария и скриншот даты регистрации аккаунта на YouTube, а конкретно аккаунт создан 22 июля 2025 года, то есть через день после выхода интервью. Этот комментарий скопирован и опубликован под видео более 20 раз на момент создания скриншота. Очевидно, что автор комментария имеет доступ к материалам проверки и, скорее всего, является второй стороной этой ужасной истории. А теперь, опираясь на свою бурную фантазию, хочу представить на ваш суд художественное произведение с элементами триллера и детектива. Все совпадения с реальными людьми случайны, все персонажи выдуманы, все события — это фантазия автора, то есть моя. Дубайская головоломка. 5 часов тишины и 1 разбитая жизнь. Итак, мы сразу нырнем в омут. В ту самую черную дыру, которая либо поглотила правду, либо была искусно создана, чтобы ее спрятать. Представьте себе циферблат. Одна стрелка замерла на отметке 9 часов 15 минут вечера. В этот момент, по общепринятой версии, Мария Ковальчук покидает номер 5-звездочного отеля. Она молода, красива и, как она позже скажет, напугана до смерти. А теперь переведем взгляд. Другая стрелка указывает на 2 часа 9 минут ночи. В этот момент охранники стройки, расположенные неподалеку от отеля, замечают одинокую девушку, которая отчаянно пытается проникнуть на их объект. Между этими 2 щелчками часов пропасть. Почти 5 часов абсолютной звенящей пустоты. Что происходило в это время? Где была Мария и с кем?
Вот здесь-то и начинается настоящая детективная работа, потому что следы, которые должны были остаться, кажется, ведут в никуда, или, что еще хуже, ведут в противоположные стороны. Давайте пройдемся по ним. Мария и ее мать рисуют картину ясную и страшную. Побег от мучителей, отчаянная погоня по ночному городу, поиски укрытия, история, где каждая секунда наполнена адреналином и страхом. В этой версии 5 часов сжимаются в один сплошной миг ужаса, который ее психика просто стерла, как ненужный файл, чтобы не сойти с ума. Но есть и другая пленка. Безэмоциональная, цифровая. Записи с тех самых камер, которыми утыкан весь Дубай. И на этой пленке все иначе. Девушка выходит из номера одна, спускается в лифте одна, пересекает роскошный холл совершенно одна. На ее лице нет паники, на теле нет следов борьбы. Она просто уходит в ночь. А ее предполагаемые преследователи, как показывают те же камеры, остаются в номере. Так что же это за 5 часов? Это провал в памяти, вызванный нечеловеческим стрессом и травмой? Вполне возможно. Психика — сложнейший механизм, способный на невероятные фокусы ради самосохранения. Или это удобная ширма, дымовая завеса, за которой можно спрятать что-то другое, что-то, что не укладывается в стройную и трагическую историю о невинной жертве и отъявленных негодяях. Что-то, что произошло в эти 5 часов, пока за ней никто не гнался. Этот временной разрыв не просто деталь, это ключ ко всему делу. Повернешь его в одну сторону, и перед тобой история о жестоком преступлении и купленном правосудии. Повернешь в другую, и картина меняется до неузнаваемости, превращаясь в драму о саморазрушении и лжи. Чтобы понять, что на самом деле могло скрываться в этой пустоте, нам нужно сделать шаг назад. Нам нужно выслушать ту, кто побывал в этом вакууме. Выслушать внимательно, отбросив предрассудки. Потому что именно в ее словах, в ее страхе и боли может быть спрятан тот самый ключ. Или еще один хитроумный замок. Давайте же погрузимся в ее историю, в версию жертвы. Ты принадлежишь нам. Версия жертвы. Давайте на чистоту. Чтобы понять эту историю, нужно на минуту забыть про камеры, про протоколы, про все эти сухие факты. Нужно просто послушать человека, погрузиться в ее реальность, в тот кошмар, который, по ее словам, она пережила. Все начиналось как сказка для Инстаграма. Брызги шампанского, легкий смех, молодые, красивые, до неприличия богатые ребята, которые знают, как пустить пыль в глаза. Мария, по ее словам, попалась на эту удочку. А кто бы не попался? Это Дубай, детка. Город, построенный на иллюзиях. Она чувствовала себя героиней фильма, звездой. И вот тут, как говорят в дешевых детективах, сюжет делает крутой поворот. Сказка заканчивается. Дверь в номер закрывается на замок. Ненавязчиво так, с тихим щелчком. Но этот щелчок, по словам Марии, меняет все. Воздух в комнате становится густым, тяжелым. Улыбки на лицах ее новых знакомых превращаются в хищные оскалы. Атмосфера легкого флирта и веселья испаряется, уступая место чему-то липкому и угрожающему. Именно в этот момент, по словам Марии, прозвучала фраза, от которой кровь стынет в жилах, фраза «клеймо», фраза «приговор». «Ты принадлежишь нам». Просто, спокойно, будто речь шла о купленной вещи, а не о живом человеке. И дальше больше. Будем делать с тобой все, что захотим. Это звучит как сценарий к фильму, не так ли? Слишком кинематографично, чтобы быть правдой. Возможно. Но попробуйте на секунду представить себя на ее месте. 4 стены. Несколько парней, в глазах которых уже нет ничего человеческого. И осознание. Ты в ловушке. Ты просто игрушка. В этот момент, рассказывает она, в ней что-то щелкнуло. Инстинкт. Тот самый древний животный страх, который отключает разум и включает только одну программу — «Беги». Она не помнит деталей. Как вырвалась, куда бежала. Она помнит только ощущение, всепоглощающее чувство, что ее загоняют как зверя, что за спиной охотники. Она бежит по коридору, спускается по лестнице.
Она ищет спасения на той самой стройке, которая позже станет местом ее падения. Она прячется за строительными блоками, слышит их голоса, их смех. И потом ее мозг нажимает на кнопку «выкл». Темнота. И знаете, что самое страшное в ее рассказе? Не угрозы, не падение, а то, как легко и буднично, по ее словам, человек может перестать быть человеком в глазах других. И вот мы возвращаемся к нашей головоломке. Если верить ее рассказу, то те самые 5 часов пустоты — это не вакуум. Это оглушительный грохот пережитого ужаса, который ее мозг просто отказался записывать. Как предохранитель, который выбивает, чтобы спасти всю систему от перегрузки. Это сильная история. Она бьет наотмашь. Она заставляет сопереживать. Но есть одно «но». Память — самый ненадежный свидетель. Она предатель. Она художник, который дорисовывает детали там, где их не было, и стирает то, что слишком больно помнить. И чтобы понять, где кончается правда и начинается искусство самосохранения, нам придется включить холодный свет. Свет тех самых бездушных объективов, которые видели все или не видели ничего. Молчание камер. Версия следователей. Выключаем эмоции, откладываем в сторону сочувствия. Сейчас говорить будут не люди, говорить будут машины. Бездушные, беспристрастные, с холодными стеклянными глазами, в которых отражается только то, что было, и ничего больше. Помните душераздирающий рассказ Марии о погоне? О зловещем шепоте за спиной, о паническом бегстве по коридорам отеля? А теперь давайте посмотрим на это глазами системы. Системы тотального контроля под названием УЮН, в переводе «глаза». Это 1000 камер, объединенных искусственным интеллектом, которые следят за каждым углом Дубая. Они видят все, и они не моргают. И вот что увидели эти глаза в ту роковую ночь. Пленка 1. Коридор у номера. Дверь открывается. На пороге появляется Мария. Одна. Никто ее не толкает. Никто не стоит за спиной. Пленка 2. Лифт. Она заходит внутрь. Снова одна. Спокойно нажимает кнопку. Никаких следов паники. Ее руки не дрожат. Она просто смотрит на свое отражение в зеркальной стене. Обычная девушка едет в лифте. Пленка 3. Лобби отеля. Она выходит из лифта, проходит мимо вежливого консьержа, мимо фикусов в катках, мимо других постояльцев. Все так же одна. Ни синяков, ни царапин. Она просто выходит через вращающиеся двери в теплую дубайскую ночь и превращается в цифрового призрака, растворяясь в огнях города. А что же охотники, те самые монстры, которые, по ее словам, гнались за ней? Они, как показывают те же самые камеры, мирно остаются в номере, пьют, смеются, живут своей жизнью и никуда не выходят. И вот тут версия Марии и Анны начинает трещать по швам. Их главный аргумент – улики уничтожили, записи стерли, всех купили. Это сильное заявление, драматичное, но оно разбивается о простую логику. Представьте себе масштаб заговора, который для этого нужен. Подкупить не одного продажного копа, а всю вертикаль. Полицию, прокуратуру и, что самое смешное, службу госбезопасности, которая в Эмиратах боится только самого эмира. Это не просто дорого, это самоубийственно. Теперь добавим к этому еще один штрих. Показания тех самых охранников со стройки. В интервью мы слышали сбивчивый пересказ их слов. А что в протоколах? А в протоколах все четко. Они дважды прогоняли со стройки одинокую девушку, которая вела себя неадекватно и упорно лезла на опасный объект. Не девушку с парнем, не жертву погони. Одну. И вот пазл следователей начинает складываться. У них есть видео, где она уходит целой и невредимой. У них есть показания свидетелей, которые видели ее одну. У них нет ни одной улики, подтверждающей факт нападения. Ничего. Ноль. Именно поэтому 3 независимых ведомства, проверив все факты, приходят к одному и тому же выводу. Выводу, который звучит как приговор для версии Марии. Виновных нет. Состава преступления нет. И вот мы остаемся с неудобным, как камень в ботинке, вопросом. Если камеры не врут, если следователи не куплены, то кто же тогда лжет?
Или, может, все еще сложнее? Может, есть третья сторона этой истории? Чтобы это понять, нам нужно пристально всмотреться в тех, кого так легко назначили злодеями, в тех самых представителей золотой молодежи. Кто они? И почему они оказались в центре этого урагана? Пришло время познакомиться с ними поближе. Золотая молодежь или козлы отпущения? Знаете, что проще всего? Ненавидеть. Особенно легко ненавидеть тех, у кого, как нам кажется, есть все: деньги, молодость, безнаказанность. Брось в толпу кость с надписью «мажоры», и ее тут же разорвут на части, без суда и следствия. И в нашей истории такие мажоры есть: Артем, Александра, Милена. Их имена прозвучали как приговор. Их лица на фотографиях в соцсетях сплошь дорогие курорты, брендовые шмотки и пустые стеклянные глаза. Идеальные злодеи. Просто картинка. Но что, если мы на секунду отложим вилы и факелы и попробуем заглянуть за эту картинку? Что, если там не монстры, а просто люди? Глупые, самонадеянные, избалованные. Да, но не хладнокровные садисты. Давайте выслушаем их версию, ту самую, которую они по слухам рассказали исследователям, ту, что так старательно обходили стороной в громком интервью. По их словам, вечер действительно был веселым, до определенного момента. А потом Мария, как они утверждают, начала вести себя странно. Появилась истерика, разговоры о том, что внутри пустота, что все надоело и ее больше никто не увидит. Кульминацией, по их словам, стала попытка Марии перелезть через ограждение балкона. И вот тут стоп. Давайте представим эту сцену. Вы на вечеринке. Девушка, которую вы видите второй раз в жизни, начинает рыдать и лезть через перила. Что вы будете делать? Позвоните в полицию? В скорую? В чужой стране, где за любое нарушение тюрьма? Или вы просто попытаетесь ее успокоить, а когда она, хлопнув дверью, уйдет остыть, вы с облегчением выдохнете, думая, что драма окончена? Ведь все ее вещи, паспорт, деньги, все осталось в номере. Она вернется. Куда она денется? Их бездействие — это преступная халатность? Безусловно. Это черствость и равнодушие? Да, 1000 раз да. Но это то же самое, что и спланированное садистское истязание с погоней и криками «ты наша вещь»? Согласитесь, это две совершенно разные истории. В одной они чудовища, в другой они просто безответственные и трусливые молодые люди, которые столкнулись с ситуацией, оказавшейся им не по зубам, и выбрали самый простой путь — сделать вид, что ничего не происходит. И вот тут они превращаются в идеальных козлов отпущения. На них так легко повесить всех собак. Их образ жизни, их демонстративное богатство — все это работает против них. Обществу нужен был враг, и оно его получило. Простой, понятный, вызывающий праведный гнев. Никто не хочет разбираться в нюансах чужого психического состояния. Гораздо проще и приятнее заклеймить богатых ублюдков. Их молчание после трагедии только подлило масло в огонь. Но и его можно понять. Что бы они ни сказали, им бы уже никто не поверил. Любое слово было бы использовано против них. В этой истории им с самого начала была отведена роль злодеев, и любой шаг в сторону воспринимался как попытка уйти от ответственности. Так кто же они? Избалованные дети, чья жестокая забава зашла слишком далеко? Или просто случайные участники чужой личной драмы, которых назначили виновными, потому что это было удобно всем? Мы не знаем. И, возможно, никогда не узнаем наверняка. Но одно ясно точно. Их реальная или мнимая вина — это только одна сторона медали. Другая сторона — это то, как их история была рассказана, как она была подана миллионам зрителей, как личная трагедия, полная белых пятен и противоречий, превратилась в громкий медийный процесс. И в этом процессе приговор выносили не следователи и судьи. Его выносили лайки, репосты и гневные комментарии.
И главный судья в этом процессе – Его Величество Хайп. Мы разобрали эту историю по косточкам, мы заглянули в глаза жертве, следователям и тем, кого назначили злодеями. А теперь давайте поднимем голову и посмотрим на того, кто дирижировал всем этим балаганом, на главного кукловода. Сегодня правда никому не нужна. Людям нужна история, хорошая, сочная, душераздирающая история, чтобы плакать, ненавидеть, сопереживать, чувствовать себя живым. И история Марии Ковальчук – это продукт высшего сорта, идеально упакованный, грамотно проданный. Это не расследование, это блокбастер. И главным режиссером в нем выступили, конечно, медиа. Они взяли сложную, мутную, неоднозначную личную трагедию и превратили ее в сериал для домохозяек. Вырезали все скучные и неудобные сцены, 5-часовую дыру, молчание камер, показания свидетелей, которые не вписывались в сценарий. Зачем? Да потому что это портит драму. Никто не будет сопереживать героине, которая, возможно, сама виновата. Зритель требует простоты. Вот герой, вот злодей. Точка. И они дали зрителю то, что он хотел. Мы с вами соучастники. Каждый лайк под постом о невинной жертве, каждый гневный комментарий в адрес зажравшихся мажоров, каждый репост — это гвоздь в крышку гроба, где похоронена настоящая, объективная правда. Мы сами создали этого монстра. Мы требовали крови, и нам ее дали. Мы хотели линчевать, и нам дали толпу и козлов отпущения. А теперь давайте о самом циничном – о деньгах. Как вы думаете, какова главная цель громкого интервью? Установить истину? Наказать виновных? Главная цель – это цифры. Рейтинги, просмотры, подписчики. Человеческая боль в 21 веке – это самая конвертируемая валюта. Ее легко продать, и на нее всегда есть спрос. Донаты на борьбу за справедливость, монетизация на YouTube, рекламные контракты на волне хайпа – это бизнес. Жестокий, циничный и невероятно прибыльный бизнес, где товаром служат человеческие трагедии. В этом новом мире, где у каждого в кармане своя телестудия, суд переехал из залов заседаний в комментарии под видео. И приговоры в этом суде выносятся не на основе фактов, а на основе эмоций. Кто громче крикнул, кто убедительнее заплакал, тот и прав. Так была ли Мария жертвой преступления? После всего, что мы узнали, этот вопрос кажется почти бессмысленным. В каком-то смысле жертвами в этой истории стали все. Мария — жертва своих травм и, возможно, своих иллюзий. Ребята из номера — жертвы собственной глупости и общественного гнева. А мы с вами — жертвы медийной манипуляции, которая разучила нас думать и заставила только чувствовать. Правда о том, что случилось в ту дубайскую ночь, так и останется погребенной под тоннами хайпа, лжи и взаимных обвинений. И знаете, что самое страшное? Похоже, она никому и не была нужна. На этом все. Пишите в комментариях, что думаете, и не забудьте поставить лайки и дизлайки и подписаться на канал.